Привет! Вы на канале Ассорти от Настены. А у меня для вас сегодня рецепт вкусного торта. Новогоднего приновогоднего. Монастырская изба с вишней. Приятного просмотра! Для теста нам понадобится 400 грамм просеянной муки. Муку мы высыпаем прямо на рабочую поверхность. Также нам понадобится 200 грамм сливочного масла комнатной температуры. Но очень важна консистенция масла. Она должна быть мягкая, но не слишком и не слишком твердая. Так, чтобы вот так вот палец, он хорошо заходил в масло плавно. Если масло будет слишком мягким, то тесто испорчено. Выкладываем масло в муку. Дальше масло мы рубим в муке. Вот таким вот образом. Дальше масло следует перетереть руками в крошку вместе с мукой. Вот таким вот образом. Видите? Делаем углубление посередине нашей горы из муки и масла. Добавляем сметану частями. У меня всего сметаны 250 миллилитров. И чайную ложку ванильного сахара. И вот так потихонечку смешиваем и вымешиваем наше тесто. Ну вот тесто у меня получилось. С самого начала оно очень сильно липло к рукам, а потом собралось в ком и прекрасно себя ведет. Я его разровняла в виде блина и ложу в пакет. Отправляю его в холодильник минимум на 30 минут. Тесто в таком виде, в виде блина, нам необходимо для удобства. Когда мы его достанем, его потом проще раскатать. Вишню я заранее разморозила и сцедила, вот дуршлаг поставила, чтобы лишний сок из нее вышел. Я достала тесто из холодильника, предлагаю его разрезать на две части и работать отдельно с каждой. Приступаем к раскатыванию теста. Ну вот, тесто я раскатала, оно очень приятное, вот, абсолютно не липнет, я не добавляла муки. Сейчас я покажу, что мы будем делать дальше. Я сделала макет трубочки для себя, для удобства. Почему? Ну, хотя бы потому, чтобы они получались плюс-минус одинакового размера. Мне это очень помогает. Предлагаю и вам сделать то же самое из обычного картона. Размер моей трубочки 20 на 5 сантиметров. Я покажу, как это работает в принципе. Я прикладываю макет к тесту и ножом по краю вырезаю нашу трубочку. Вот таким вот образом. Ну вот так в принципе получается. Прикладываю рядышком и также вырезаю. Можно сделать сначала в длину, а потом в ширину провести, как вам будет удобно.
В принципе, вы приспособитесь. Лишнее тесто мы удаляем. Видите, оно очень классно удаляется, не липнет. Все замечательно. Остались наши трубочки. Для формирования наших трубочек нам понадобится сахар, крахмал и вишня. Набираем немного крахмала и вдоль всей трубочки мы посыпаем, для того, чтобы наша вишня, пустив сок, не разорвала нашу трубочку. Теперь выкладываем нашу вишню на трубочку, прямо на крахмал. Посыпаем вишню сахаром. Приступаем к самому важному, это к формированию трубочки. Тесто очень хорошо лепится, слушается. Если оно липнет немного к вашим рукам и вам это не нравится, возьмите муку, и тогда весь вопрос решится. Трубочки нужно хорошо слепить. Ну вот я заканчиваю формировать вторую трубочку. В чем секрет, чтобы трубочка при выпекании не раскрылась? Ну, если она раскроется, я вас уверяю, на своем опыте, ничего страшного, критичного не произойдет. Вишня остается внутри, тесто на месте, все нормально. Но почему так происходит? Желательно, если у вас получается, когда вы формируете трубочку, чтобы там внутри еще сверху или сбоку оставалось место. При нагревании вишня начинает кипеть, испаряется, выделяется сок, и она пытается разломать стенки вашей трубочки. Если у вас места нет, предлагаю сделать еще один вариант, чтобы было легче вашим трубочкам остаться целыми. Берете зубочистку и вот так вот прокалываете вдоль с двух сторон, чтобы пар выходил. И оставил целыми наши трубочки. Будем надеяться, что в этот раз у меня получатся целые трубочки, потому что у меня это не всегда получается. Я стараюсь, но может и такое произойти. Перекладываем наши трубочки на противень. С остальными трубочками мы поступаем точно так же. Первую партию наших трубочек я отправляю выпекаться при 180 градусах, ну, где-то 20-25 минут. Ну вот трубочки наши испеклись. У меня получилось 20 штук в этот раз. Количество трубочек зависит от того, насколько тонко вы раскатали тесто. Еще раз хочу сказать, тесто просто супер. Очень вкусное, очень ароматное при выпечке. И вообще очень рекомендую его готовить именно с этим тестом, этот тортик. Я считаю, что с самой сложной задачей мы с вами справились. У меня часть трубочек полностью осталась закрытая, часть немного начал вытекать сок, и только некоторые частично открылись. Но поверьте, на вкус это совершенно не влияет.
Все, я откладываю наши трубочки, бревнышки будущие, для того, чтобы они полностью остыли. И приступаю к крему. Как я готовлю крем? Я беру 2,5 пачки 20% сметаны. Это примерно 950 миллилитров. Откидываю его на дуршлаг. Я ставлю дуршлаг в миску, сверху покрываю, у меня марлечка, у вас может быть хбшный какой-нибудь платок, все равно тоненькая ткань, через которую будет просачиваться сыворотка сметаны. И так она должна постоять в прохладном месте, либо в холодильнике, где-то 5 часов. Прикрываю ее на это время, чтобы она не заветрилась. Спустя 5 часов я покажу, сколько сыворотки у меня стекло с нашей сметаны. Переложила нашу сметану в миску с высокими стенками и добавляю 10 столовых ложек сахарной пудры и 2 столовые ложки лимонного сока. Насчет сахарной пудры я кладу 10 ложек и там уже пробую, подходит мне эта сладость или надо добавить. Но чаще всего 10 достаточно. Вы попробуйте меньше положить и добавлять по 1 столовой ложке по вашему вкусу. А лимонный сок нужен для того, чтобы крем не был слишком приторный. Он как раз гасит эту приторность. Поэтому я вам советую все-таки положить лимонный сок. Все, теперь нам осталось все взбить до пышности. Крем готов. Сейчас я вам покажу, как я буду формировать нашу избу. С самого начала самые длинные палочки, я старалась их изначально растянуть. Если вы заметили, некоторые были длиннее. Я руками просто растягивала и формировала уже большую палочку. Вот их я кладу с самого низу. У меня получилось 6 штук. Дальше я кладу 5 штук. То есть их меньше должно быть. Следующий слой я кладу 4 штучки. Далее у меня будет слой из 3 бревнышек. И сверху будет 2. Каждый слой я буду пропитывать, промазывать нашим вкусным кремом. Обильно смазываем кремом. Я надеюсь, нам его хватит со всех краев. Вот так аккуратно я складываю наши бревна, смазываю кремом и так весь тортик. Вот такая изба у меня получилась. Кстати, совсем забыла вам сказать, в крем добавить ванильного сахара. Обязательно добавьте его, не забудьте. А мне осталось его украсить только тертым шоколадом. Вот такой тортик у нас получился. Всем спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки, приходите в гости еще. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю вам счастья, здоровья и пусть все ваши мечты сбываются.